Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это третья заключительная часть видео мастер-класса «Крошка-единорожка». Провязали 4 ряда без изменения, в каждом ряду по 36 столбиков без накида. Новый ряд отметили и далее вяжем. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отмечен. Далее вяжем 3 столбика без накида. 2, 3, плюс 1 убавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Далее вытянем немного петлю и на этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Наполняем также средней плотности. Далее фиксируем глазки. Фиксируем их между 7 и 8 рядами. Если считать от шеи, там где мы делали 12 прибавочек, считаем этот ряд 1, дальше 2, 3, 4, 5, 6. И вот 7, 8 ряд, и вот между ними будем фиксировать глазки на расстоянии 4 столбика или 5 столбиков. Далее фиксируем их заглушками. Если надо, то можно немножечко вытащить наполнитель, потом просто его вернуть на место. Итак, глазки зафиксированы. У меня изначально должны были быть зеленые глазки, но куда-то один глазик закатился, поэтому я решила теперь делать желтенькие глазки. Далее продолжаем наше вязание. В следующем ряду будем вязать такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка, и при этом еще вяжем ушки. Итак, для начала вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем 1 убавку. Вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И теперь берем одно ушко, берем вспомогательный крючок, заводим крючок в первую петлю ушка. Здесь мы подхватываем на голове игрушки 2 петли за передние стеночки. Сквозь них протягиваем рабочую нить, протягиваем сквозь ушко. Далее подхватываем это все основным крючком. И провяжем первый столбик без накида. Как бы сделали в то же время и убавочку. Далее провяжем 2 столбика без накида, уже без всяких убавочек.
Далее вяжем одну убавку. Два столбика без накида. Одна убавка. Два столбика без накида. Берем второе ушко, вспомогательный крючок, подхватываем, так, где у нас тут первая петля, вот она, подхватываем первую петлю на ушке и здесь на голове игрушки подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки, делаем убавочку, протягиваем рабочую нить сквозь ушко и провязываем этот столбик без накида, одновременно и убавочка уже основным крючком. И еще провяжем просто 2 столбика без накида. И в конце вяжем одну убавку. И в этом ряду у нас должно получиться 18 петель. Отмечаем новый ряд. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. В следующем ряду вяжем 6 убавочек подряд. Маркер можно уже снять, чтобы он не мешался. Итак, вяжем по 2 петли вместе за передние стеночки и повторим так 6 раз. Итоговое количество петель у нас должно остаться 6. По ходу вязания наполняем наполнителем. Провязали. Далее делаем соединительную петлю. Лучше делать крючком меньшего размера. Протягиваем ниточку, отрезая хвостик длиной 10 сантиметров. И как стягивать вот это вот отверстие, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. Далее пришьем рог к голове игрушки. Вдеваем вот этот вот хвостик, который оставляли подлиннее, чтобы им пришивать, в иглу с большим ушком. И рог можно пришить ровно посередине, вот так вот между ушками, либо немножечко отступив вперед. Вот так вот. Но не сильно, чтобы не получился единорог носорогом. Вот я немножечко вот так вот отступлю и посерединочке пришью, захватывая петлю на роге и столбик на голове игрушки.
Далее пришьем мордочку. Мордочку прикладываем так, чтобы конечный хвостик находился в верхней части. И пришивать будем на 6 рядах. Считаем нижний ряд, там, где мы фиксировали глазки на 2 рядах. И вот считаем нижний ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот на вот этих вот рядах. И вот так вот пришьем мордочку. Берем швейную иглу и швейную нить, сложную вдвое. Фиксируем ниточку. И пришиваем мордочку по кругу, захватывая петлю на мордочке и столбик на голове игрушки. И по ходу пришивания еще нужно будет наполнить наполнителем мордочку. Далее сделаем гриву и хвостик. Берем необходимую пряжу и нарезаем полосочки длиной 28 сантиметров. Можно и 30, просто я наматывала вот на такую вот книжечку вот таким вот образом. Намотала, далее с одного края разрезала. Фиксировать прядки гривы будем так, на серединных 6 столбиках, то есть вот так вот. Сейчас я вам покажу на первой единорожке. Вот таким вот образом. Вот, захватила я здесь 6 столбиков и на каждом столбике зафиксировала по одной прядке. Для начала можно сделать границы. То есть зафиксировать прядки по краям, допустим, на первом столбике и на 6 столбике. Вот так вот до конца. И потом уже будет видна серединная пустота и легче будет ее заполнить. Вот так это выглядит. Границы все отмечены прядками. Теперь вот видна вся эта пустота, которую нужно заполнить гривой. Гриву сделали, далее сделаем хвостик. Прядки хвостика будем фиксировать на 6 и 7 рядах. Если считать вот от этого вот центра, считаем центр 1, далее 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И вот именно на вот этих вот бороздках между рядами, на 2 бороздках и будем фиксировать.
Прядки можно нарезать длиною 20 сантиметров. У меня вот эти прядки подлиннее, так как это осталось еще от гривы. Поэтому я хочу их использовать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот это вот будет нижний. И за одну вот такую перегородочку в бороздке будем фиксировать по 3 прядочки, чтобы хвостик был таким объемным, пушистеньким. Хвостик готов. Сейчас еще раз объясню, как я это делала. Фиксировала по 3 прядки за каждую перегородочку, которая находится в резьбе. Перегородка или столбик, как вам удобно. И получается, в нижнем ряду я фиксировала за 4 перегородочки по 3 прядки. Далее поднялась на одну резьбу вверх, и здесь я уже фиксировала за 3 перегородочки по не 3 прядки, а здесь я фиксировала по 4, чтобы сделать более такой пышный хвостик. Потом лишнее я отрезала, сделала вот такую вот длину чуть ниже ножек и придала такую вот форму, как бы пообрезала здесь, сделала таким вот каскадиком небольшим. Далее вышьем реснички. Вышьем реснички той же пряжи, что и грива и хвостик. Заведем иглу где-нибудь вот здесь вот сбоку, выведем на один столбик перед глазом, подтянем. Я подтяну так, чтобы у меня здесь вот оставался розовый цвет, розовые реснички будут. Далее заводим перед глазиком, вот в этом вот районе, выводим в том же районе у второго глаза. И заведем также через один столбик. Все хорошенечко поправляем и завязываем эти хвостики на узелочки и с таким вот с хорошим натяжением. Ну что, остались у нас крылышки и бантики. Для начала крылышки нужно будет соединить между собой. И соединить вот таким вот образом, чтобы вот в этой части как бы была вот такая вот латинская буква В или птичка. Вот, не таким вот образом, чтобы не прямо было, а вот так вот. И вот этими ниточками это сделаем. И теперь эти крылышки
фиксируем на спинке у единорожки. Можно захватить один столбик, можно захватить 2 столбика. И сначала с одной стороны протянуть хвостики, потом со второй. Итак, в этой части крылышки зафиксированы, все хвостики завязаны между собой на узелочки и спрятаны вовнутрь игрушки. И еще крылышки зафиксированы швейной иглой и швейной нитью вот в этих вот местах, чтобы крылышки не падали. Итак, крошка-единорожка полностью готова. Я ей пришила бантик пластиковый голубой, все-таки остановилась на нем. Завязала на шее бантиком ленточку и на ножках тоже. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось. Если желаете, присылайте мне свои фото своих единорожек мне в Инстаграм в директ, и либо указывайте хэштег, один вот из этих, который на экране, либо же можно прислать мне на электронную почту. Адрес тоже будет на экране. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много чего интересного. Всем пока-пока!